Продолжаем дальше. Женский абьюз. Вот такая у нас тема. Когда секс как инструмент, и он превращается в награду, либо в наказание. Когда у нас не было, например, интима 3 месяца, но сегодня ты мне купила сумочку, какую я хотела, и я такая, ну так уж и быть, заслужил. Вот, и у нас сегодня вот что-то будет. Спасибо, мне приятно. Купил машину мне, да, типа такое вот, да. И вот теперь можно. А так, вот. И либо наоборот, что-то сделал не так, и я говорю, знаешь, ты уже сам все понимаешь. Вот мне действительно по-настоящему интересно, как чувствует себя мужчина, когда женщина манипулирует сексом. Ну, что ты вообще не достоин ничего, что значит ей это не нужно, ты ей не интересен, и нужно как-то добиться, чтобы ты был ей интересен. Может быть, больше зарабатывать, больше работать, что-то сделать, как-то так уже дослужиться, чтобы она, посмотрела на тебя прям с желанием, чтобы сама предложила еще чего, чтобы, прям... То есть, что у нее возникает желание только когда как бы, у тебя какие-то особые заслуги. Раньше я работал на предприятии в свое время когда-то, я помню, как там ребята сидели, жаловались на судьбу, то ты знаешь ощущение, что у всех было такое, что все таки живут, ощущение, что все таки живут, понимаешь? Нужно сказать, что такое поведение женщины связано с тем, что есть вариант, что она просто боится открытого диалога, и также просто, что у нее выработались такие вот манипулятивные стратегии поведения. Ты просто изменила мое мнение об этом, но я всегда думал, что женщинам секс вообще не нужен. И я встречала реально таких девушек. Как правило, это там не девушка, а там, скажем, девушка, которая уже много лет в браке. И она убеждена, что все женщины, у них возникает интимное желание только когда муж что-то купил. А так у женщин вообще нету сексуального желания. Она в это вот просто верила. Вот. И я как бы понимаю, что сталкиваюсь с тем, что иногда девушки гораздо даже более активны, более настойчивы в плане близости, чем мужчины, то они также могут, вот скажем, типа, вторгаться в пространство. Такую картину. Мужчина пришел, установил, диван принес, да, мебельщик, либо там в общем, что-то сделал дома, какой-то работник. И потом она так высылает ему фоточку свою какую-нибудь там в белье вот на фоне этого там дивана, который он установил, либо еще что-то, либо просто присылает ему в личное сообщение свои какие-то фотографии, такая типа, может, встретимся, что этого очень-очень много есть, очень много. И когда я думаю, убеждена, что мой муж абсолютно никому не нужен, никому не интересен, его никто не хочет, я могу очень сильно ошибаться. Вот. И если я хочу помочь ему, как бы если у нас еще какие-то есть проблемы в отношениях, то ему, скажем, он находится под угрозой. Ему будет сложнее отказывать, если я его постоянно обесцениваю, говорю, ты такой-сякой, ой, да ты вообще там, иди отсюда, вот так вот, да, а какая-то другая женщина ему говорит, вау, у тебя такие руки, я просто обожаю мужские руки, я вот смотрела, как ты руль держишь, ты знал вообще, что девушек это очень заводит, и есть же разница, чувствуется, да, когда другая девушка где-то там, и она... Вот, возьми мой номерок, как-нибудь встретимся. И ты приходишь, и твоя жена, где ты был, да сколько можно, да. Давай ты там, не знаю, и, короче, как-то общается совершенно в другом тоне, то математика такая в мозгу у мужчины происходит довольно-таки несложная. Вот, и он понимает, что я свою женщину люблю, мы решим с ней все проблемы,
и я эту девушку просто блокирую, но бывает, что это сделать очень тяжело, очень. И я своим же поведением вот усложняю ему задачу, что он может выдержать этот соблазн и просто ее забанить. Но сейчас вот мужчины, наверное, посмеялись бы, все практически, потому что сделать это крайне сложно, и он причем объяснит это даже: слушай, у нас с тобой близости нет уже полгода. Я что, железный? Есть такие страдальцы, которые, скажем, жена которого держит на диете, просто управляет, вот такое, как собачку дрессирует, и когда он хорошо себя ведет, даешь ему вкусняшку, плохо себя ведет, не даешь, и закрепляет положительное поведение. Вот у нас как сделал что-то хорошее, молодец, смотри, на тебе вкусняшку, не сделал, иди в другую комнату. Вот. Что, когда вот такое происходит, это реально женский абьюз, потому что мужчина практически заложник обстоятельств в этой ситуации. Он живой человек, у него есть здоровая потребность. Он не может, особенно вот возьмем вот христианскую среду, где семья живет по христианским ценностям, и где верность как один из самых основных просто требований при заключении брака, что мы обещаем друг другу, самое основное — это верность. И вот он пообещал ей эту верность, но при этом в браке вот он находится в таком положении, что у них нету этой интимной близости, просто подолгу. Слушай, ну это же проблема. И христианка, эта же жена христианка смело заявляет, что «а куда ты денешься? Тебе гулять нельзя, это нельзя, ты же видел, на ком женился, что тут изменилось, да? И как хочешь, и как хочешь». Да, ну и что, кому ты пойдешь пожалуешься? Ну что, ты пойдешь, пастору скажешь, что у нас Что жена нет... в кровать не пускает, Да. пожалеет. Ну да, скажут, ну что ж, браток, крепись. Угу. Особо ничего не сделаешь, а думать, что это ничего такого в этом нет, это то же самое, как, ты же можешь, например, от бургеров отказаться. Вот и от этого просто считай, ты на диете. Знаешь, одна история, как-то тебе рассказывал, даже, по-моему, что встретил жену коллеги по работе, да, вместе работали с ним когда-то. Вот, его жена идет, привет, привет, и она перекрасилась, стала блондинкой, все, и говорю, Ира, сделал комплимент такой, нормальный, ничего такого, просто да, хорошо выглядишь, все. Вот, а вдруг там муж куда-то уйдет? Нет, мне же надо стараться. И в тот же момент я почему вспомнил про это, потому что в тот же момент параллельно я слышал разговор, где как раз женщина, она говорила мужу, христианка, да, что, а что, ты гулять не будешь, да, и все. И можно быть неопрятным, можно быть вот это вот все, потому что а виноват-то ведь в итоге по букве мужчина получается. То есть сорвался где-то что-то, кто виноват? Она нет. То есть это даже вот абьюз, это же даже проблемы такой, официально ее нет, этой проблемы. Да. Прикинь. А теперь мы знаем, что это жертва женского абьюза. И если ваша жена не пускает вас в кровать по месяцу, 2-3, хотя бы что, друзья, я не знаю, что делать, что мужчине делать, давай, что мужчине делать? Если это все происходит в церкви, то... Предположим, берем прям самый крайний, да, такой вариант.